Представьте женщину, которая так отчаянно хочет выглядеть счастливой, что готова пожертвовать всем – чувствами, судьбами, чужими жизнями. И главное, чтобы картинка была красивой. Жила-была мать с железной волей и идеей фикс. Идеальная семья. Когда дочь решила выйти замуж по любви всей своей жизни, любовь внезапно оказалась не того фасона, не вписывалась в интерьер. Мать постаралась, и отношения были разрушены. Прошли года, дети выросли, обзавелись собственными семьями. И вот тут муж объявляет, что хочет уйти. Спокойно, по-человечески. Ну вот, нашел другую, которую действительно полюбил. Но и тут мать семейства не растерялась. Всеми правдами и неправдами она добилась своего. Муж остался. Да, теперь он ее ненавидит. Да, живет рядом, но не с ней. Зато фасад брака стоит. Дочь тем временем выросла. И сюрприз. Стала точной копией матери. Манипуляторша, контролер, режиссер чужих судеб. Теперь она проделывает все то же самое со своими детьми, которые почему-то все сильнее и сильнее от нее отдаляются. В ход идет все. Убеждение, давление, ложь, жалость, церковь. Полный пакет спасения семьи. Когда собственных рычагов уже не осталось, подключается магия. Ситуация повторяется один в один, как по кальке. И ей абсолютно все равно, что давно умершая прабабка начинает являться во снах, рыдая под столом. Она же знает, как правильно. Таким образом закладывается родовая программа деспотичной женской фигуры. И параллельно с этим формируется программа одиночества, несчастья и изломанной личной жизни. Потомки раз за разом начинают вставать перед выбором: любовь или долг перед семьей. И матушка, разумеется, тут как тут, с подсказкой правильного решения. Если подобное повторяется поколениями, обычная программа, подкрепленная магией, превращается в родовой негатив, как снежный ком. И нет, мы сейчас не про родовые проклятия, которые до гроба живущих доводят по определенным сценариям. Это отдельная тема. Мы говорим о деструктивной линии рода, которая терроризирует каждого, кто осмеливается жить иначе. Так сказать, госидеология. Но есть и хорошая новость. Не весь род становится конченным абьюзером. Когда дерьма накапливается слишком много, начинают рождаться те, кому дается шанс сломать систему. Разрыв отношений с семьей, переезд навсегда, полный пересбор жизни, кардинальная смена мировоззрения. А в родах, где магия передавалась веками, часто происходит резкий разворот. Из чернокнижия в другие формы практики. Из догматических религий в язычество. Или вот наоборот. Что же делать с родовыми программами? Частое решение – психологическая работа. Выбор себя, своей жизни, своих желаний. Выбирайте себя даже в те моменты, когда давят на жалость и просят поступиться своими мечтами. Если по роду идет алкоголизм – не пить. Если идут зависимости – выйти из них. Хотите уехать? Уезжайте. Хотите любить? Выбирайте любовь, а не удобный брак. С самыми деструктивными элементами семьи – обрыв отношений. Да, будут препятствия. Да, будут попытки вернуть вас обратно. Но если вы пройдете этот путь, начнется новый целый том вашей новой, совершенно особенной жизни. Но бывает и такое, когда без магии уже никак.